Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Лев на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. События ближайших дней. Давайте узнаем, что же спешит вашу жизнь со дня на день, что ждет в ближайшее время. Рассмотрим выпавшие карты и значения их с позиции позитивной психологии, ну и, конечно, здравого смысла. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема. И в самом начале карты пасьянса они нам даже продемонстрируют, что же там может быть как вариант альтернативный в вашей жизни. А вы переложите на свою жизнь, как эти значения откликаются в вашей душе. Итак, что же там случится? Что за события спешат на ваш порог? Как мы говорим, что же там по судьбе? С чем доведется нам столкнуться, может быть, или какие вопросы решать? Итак, будем узнавать в ближайшее время. С чем будут или с кем связаны события? Не вижу пока совпадений. Пойдем с вами дальше. Гости. Может быть, это вы поедете или какая-то встреча, важные переговоры, диалоги. Но это и к вам могут приехать какие-то гости. Вы знаете, тут могут быть добрые вести. Посмотрите, какая-то победа. Во-первых, победа. А во-вторых, может быть, это какой-то корпоратив, мои дорогие, может быть, это даже по работе, по случаю, да, как мы говорим. Потому что есть вот победа, может быть, это даже вы какие-то бонусы получите, но я не исключаю, что это просто два разных значения. Победа как бы это сама по себе, стало быть, какую-то тему, вопрос вы явно сумеете решить. Ну и, может быть, какие-то приятные эмоции или какие-то важные встречи, договоренности. Просто нам ведь не говорят, в какой личной сфере. Ну, может быть, вот я хотела сказать, может быть, и в личной жизни, но, может быть, это и работа. Смотрите, у вас выпадает корабль, один из символов Меркурия. И это где-то перемены, перемены на пороге, вот это факт. Может быть, какое-то действительно важное событие, которое, ну, в той или иной мере важное, лично для вас может быть важное, как перезагрузка к тому, что что-то происходит, как лед тронулся или что-то вот-вот будет меняться. Но я должна сказать, помимо победы, основное то, что прописано именно картам пасьянса, исполнение желания, одного желания, по крайней мере. Поэтому есть повод для радости. А у кого-то из вас знакомство. Вот, кстати, будьте внимательны. Если вас куда-то зовут, приглашают, отправляйтесь. Если для вас, мои дорогие львы, да, тут уже можно сложить, видела. Добрые перемены, дважды перемены на вашем пороге. Вот это именно добрые перемены. Продолжу мысль. Если вас куда-то приглашают, там, допустим, собирается коллектив, вас приглашают в гости, тут вы как будто можете познакомиться именно в гостях или находясь в новой общности людей. Ну, в принципе, нам говорят, впускай лев новых людей в свою жизнь. Может быть, это вот даже случайное какое-то знакомство, да, которое может вполне вероятно послужить вот этим катализатором добрых перемен. А почему нет? Но все же, ну, не замечтаться тоже, потому что эта карта, точнее, это значение говорит о людях, которых мы недостаточно хорошо знаем. Поэтому знакомиться, впускать, вот именно как расширять горизонты общения, диапазон, да, общения, но, может быть, и горизонты, я имею в виду, кто-то языки изучает, да, и вот именно, ну, есть какая-то задумка общаться, может быть, с людьми в другом менталитете или которые говорят на разных языках. Ну, это так попутно, у нас время сейчас такое, да, поэтому вот у каждого тут какие-то свои направления, но для вас, безусловно, это возможность. И самое главное, в раковину свою мы не замыкаемся, и где-то, хоть вам это и не свойственно, но иногда бывает, что мы попросту устали от чего-то. Или когда уже света белого не видим от работы, ну вот значит, найти в себе хотя бы один повод для вдохновения. Все карты вам советуют. Есть повод для радости, есть повод для исполнения желаний. И поэтому вдохновиться возможность явно будет. И любовь, мои дорогие, Роза. Вот правда, у кого-то перевод, может быть, даже отношений на новый уровень или вот этот самый
важный разговор или важная беседа, важная встреча. Пока с вами говорила, уже, кажется, все проверила, не вижу больше совпадений, поэтому мы с вами пойдем дальше. И давайте мы с вами узнаем. Так а что же придет в вашу жизнь? Что придет в вашу жизнь? Что придет на ваш порог? Что же там приходит? Ну и, соответственно, что же уйдет или что уходит? Я не исключаю, что это какая-то тема, вопрос, который вы довели до ума, и уже мы как можем выдохнуть, спать спокойно. Ну и что же будет дальше? Что будет продолжаться как причина и следствие? Зададим вопрос, а чего опасаться? Или за какое дело не браться, куда вам как будто не нужно, или с чем быть осторожным? И давайте мы достанем такую карту, как карта совет. Чего вы пока не видите, но это нужно услышать. Или важно это знать, принять к сведению, во внимание. Итак, что же там придет, что приходит на ваш порог? Ну вот смотрите, какая-то прежняя ситуация, да, жонглер, да еще на качелях, двойная дипломатия, двойной какой-то баланс. Явно какая-то есть тема, которая вам знакома, она не приходит, она как будто остается. С чем это связано? Это, кстати, пауза, кстати, отдых. Не совсем понятно в плане нового, что же это придет. А ведь и правда у кого-то это может быть связано с человеком, ну, как знакомство или какое-то предложение. И теперь давайте подведем с вами итог. Так что же придет? Вот смотрите, как будто была какая-то замшелая, такая надоевшая ситуация, как рутина, может быть, даже как какое-то болото, вы не видели выход. И вы знаете, будьте внимательны к каким-то контактам. Может быть, это даже через работу придет, или у кого-то знакомство через обучение. Потому что это работа в команде, мои дорогие, поэтому тут команда может меняться, могут быть перемены на работе. И вот тогда это вам приносит какие-то возможности. Ну, это может быть иногда даже банально. Какой-то человек увольняется, а освобождается вакансия. Или вы можете искать работу, и вы, вот, кстати, для работы, для поиска работы явно в ближайшие дни доброе время. Тут прямо как звезды все сошлись. Более того, планетарно ведь тоже у вас. Именно на работу сейчас удачный период. Я понимаю, кто-то скажет, да какая удача, куча работы и, в принципе, может быть и бонусы, правда, получил кто-то другой. Ну, так тогда примите к сведению, что, стало быть, судьба вас подводит к какому-то, знаете, итогу. Не случайно создается ситуация, как на пике, по максимуму. Вот когда мы говорим: "Все, я так больше не хочу", и я уже готова что-то перестраивать, переделывать. Ну и вот тут в данном случае помощь судьбы будет в том, что какие-то правильные контакты у вас могут сложиться, и тогда мы ни от чего не отказываемся. Или держите нос по ветру, значит, что-то происходит все равно, может быть, по месту вашей службы, или, ну, есть какая-то такая добрая новость или, пусть это даже не новость, а какое-то событие, которое не непосредственно с вами связано. Оно связано с кем-то или она, эта новость, связана с кем-то, но имеет к вам, пусть и опосредованное, но тем не менее какое-то отношение. Потому что тут действительно радость, вдохновение, работа как в команде или пусть это иногда карта жизненного, кстати, экзамена, у кого-то буквально необходимость обучения. Вы можете, если ищете работу, понять, что вы можете получить какую-то должность, но, может быть, вам придется какие-то курсы пройти. Вам, вот смотрите, самое главное, вот есть, может быть, даже усталость у вас, мои дорогие львы, потому что явно карта рутины, вот карта выбора. э, Самим себя вдохновлять тоже было бы неплохо. Что я имею в виду? Ну, когда мы не обдумываем заново и заново какую-то прежнюю ситуацию, мы себя как погружаем вот в этот самый омут, причем из эмоций. Сколько ты тут что-то не додумывай, есть риск именно подзастрять. Две четверки. Причем обе четверки, конечно, любая карта имеет положительный смысл. Но здесь ведь привести мысли в порядок, причем так хладнокровно. Колода ведьмочек, наша ведьмочка, прилегла так на минутку, но вот, видимо, задержалась, уже паутина в углу. Понимаете, вот какой-то сложный выбор вот у вас. Поэтому что придет? Выбор какой-то. Может быть и по отношениям, но может быть это касается и работы. У каждого здесь что-то по-своему. Кто-то, может быть, в ближайшие дни решится
Да, я действительно либо карьеру строю, либо у меня должен быть прогресс, либо, все понятно. Вот с каким-то вам делом, отношениями или, может быть, с какой-то конфигурацией на работе, назовем это так, да. То есть есть прогресс или нет прогресса. Вам тоже становится все понятно. Время принимать важные решения. Значит, та ситуация, которая вас подводит к какому-то итогу, это должно быть продолжено, ну, по крайней мере, мы не говорим по этим картам, что мы буквально на эмоциях куда-то стремимся. Нет, но наступает время всерьез задуматься либо по работе, либо по отношениям. И, кстати, по отношениям, ну, может быть, и рабочая ситуация, как я уже говорила. Здесь может быть встреча с каким-то человеком. И не обязательно, что буквально мы там встретились, и вот у нас там любовь с первого взгляда. Тут ведь банально мы можем оказаться в каком-то коллективе, в обществе, на мероприятии. Контакт с лицом, который думает не так, как мы. Или что-то такое произойдет, когда мы слушаем человека и понимаем, елки-палки, а ведь это то, о чем я мечтал. Это, знаете, как пазл иногда у нас в голове складывается, что вот как будто, да, за что мне нужно зацепиться, или вот что мне нужно учесть, или вот в каком направлении двигаться. Вот именно в этом будет новизна. А что же уйдет? А вы правда будете пересматривать планы? Вы тут кардинально свою, как концепцию жизни будете менять именно в сторону новизны. Потому что лев подводит итоги. Это факт. Я не отрицаю, что много итогов вы уже подвели, но, видимо, правда, тут может быть ситуация, которая связана либо с работой жезлов и вместе какая-то новость. Вы, кстати, можете узнать новость, правда, что увольняется какой-то человек. Все же жезлы, дела, работа, бизнес. Но для кого-то из вас иногда что уйдет? Может быть, какие-то темы детские вы сможете решить. Так что же это уйдет? Вы можете разобраться в сложных отношениях, вы можете разобраться в своих чувствах, кстати. Ностальгия, да, ведь иногда это карта ностальгия. Что уйдет? У кого-то из вас уйдут, ну, это как розовые очки спадают. По шестерке кубков есть тоже такой элемент, что мы подзастряли. И поскольку это все же кубки эмоций, возможно, это те отношения, которые, ну, долгое время как не двигались. Может быть, устали оба, вот такое тоже бывает. Так что же уйдет? Да вы собираетесь менять свою жизнь по части работы и по части отношений. Ну, понятно, не все. Поэтому у кого-то проиграется, может быть, даже так. Может быть, вы человек семейный, есть дети, есть супруг, супруга, да, есть родственники, какие-то обязанности. Значит, вы, мои дорогие львы, здесь вы вдруг вспоминаете о себе. А что мои планы? А мое счастье? А мое будущее или мои какие-то достижения? Потому что вот хочется поставить в точку в том, и этим вы будете заниматься. Ведь это карта трансформации, действительно трансформация. Но я бы сказала, очень добрая. И когда вот часы выпадают в нашем пасьянсе, да, это всегда говорит о том, что благополучный период, а рядом у нас еще и исполнение желаний. Ну и лицо. Поэтому встречайте что-то новое. Может быть, и буквально какие-то контакты. Не отказывайтесь, не закрывайтесь, потому что, ну вот, судьба каким-то интересным способом может пытаться влиять на вашу жизнь. Вы ведь можете даже, знаете, за кем-то пронаблюдать, или мы ведь не знаем, да, кем окажется вот именно это лицо, которое мы не знаем достаточно хорошо. Но иногда в нашей жизни встречаются такие персоны, которые нас вот как останавливают от чего-то или останавливают от того бега, который, может быть, даже превратился в галоп, а у кого-то наоборот в рутину, но когда ничего не меняется. Вот у вас не случайная случайность, может быть, мои дорогие любимые львы. Ладно, а что же будет продолжаться? Что будет дальше? Ну, наверное, все то, что я говорила. Вот для обретения этой силы нужна необходима как будто трансформация. Значит, у каждого в вашей жизни, у каждого что-то свое, понятно. Есть та тема или вопрос, или какой-то жизненный сюжет, но он должен быть пересмотрен. Может быть, это вам придется организовывать даже свою жизнь как-то по-новому. Кому-то придется менять график.
график работы, у кого-то график учебы, а кто-то пойдет учиться, например, да, или какие-то курсы. Может быть, это даже не буквально пойдет, а вы будете что-то изучать онлайн, может быть, и по вечерам, как дополнительный доход. Но ведь смотрите, что будет продолжаться. Вот значит, быть готовым как и к неожиданностям, так и действительно цепляться за любую возможность. Вот поставьте перед собой, наверное, такую траекторию, потому что это имеет смысл на будущее. Именно что будет дальше, выпадает аркан сила. Это карта критического мышления. Когда, по сути дела, ну, неважно, что нам говорят, или мы не зависим от одобрения или порицания, нам, в принципе, становится где-то эмоционально все равно и психологически. э, Это, знаете, как один какой-то пункт, может быть, даже у кого-то словно в один момент, как по щелчку, переключается наше сознание, и мы понимаем, а ведь и правда я подзастрял именно потому, что больше ориентировался на то, как это воспримут люди. А тут вот не имеет это значения по аркану сила. Точнее, оно, может быть, и имело какое-то время, но больше эта карта, она призывает нас правильно оценить обстановку раз – и даже если мы оцениваем, это тоже было бы сделать неплохо, что говорят люди, но вот выводы они в каком-то другом контексте и ключе. Да, называют эту карту серый кардинал. Вот для вас будет не столько работы, сколько вы там, или объем, который вы перелопатили, сделали, а именно на качество нужно направить все свои усилия. Ну и, соответственно, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были довольны. Я не про гордыню ни разу, ведь по этой карте идет высший пилотаж дипломатии. Где-то нам придется со своим внутренним львом про образ нашего эго договариваться. Но я, мои дорогие, не исключаю, смотрите, это карта женской силы. И, мои дорогие девочки, например, вам будет легче договариваться отнюдь не с женщинами, а именно с мужчинами. Вот есть такой момент. Мои дорогие мужчины, вы можете заинтересоваться какой-то женщиной. Это, знаете, как чувства вспыхнули. Может быть, и любовь с первого взгляда имеется в виду какое-то притяжение. Потому что идет иногда страстная любовь. Поэтому ведь правда, тут могут быть какие-то судьбоносные встречи. Будьте внимательны. И у кого происходят встречи в ближайшее время, в ближайшие дни, примите к сведению, что, скорее всего, эта история будет продолжаться, но не короткое время. Нам не говорят всю жизнь, да? Нет, но то, что это, скорее всего, как мы говорим, человек по судьбе или какая-то возможность, вот это точно пытается войти в вашу жизнь и будет продолжено. Ну, а чего же опасаться, за какое дело идти браться? Не участвовать в споре, отходить от каких-то вам предложенных, то есть анализировать. Смотрите, вам могут говорить что-то колкое даже. Иногда эту карту, я говорю, бунтарь без причины. По рыцарю мечей это те люди, которые быстро меняют свое мнение. Или те, которые без спроса буквально пытаются нарушить наши границы. Иногда это бывает проверяющие на работе. Причем вдруг так, да, зненацку свалилась на голову какая-то проверка, и уже пришел человек, он уже так предрасположен к чему-то, да, накопать, как мы говорим. Вот у кого-то это может быть. И пусть, к примеру, это касается не вас, руководителя, но вам, мои дорогие львы, вас кто-то может пытаться втягивать в конфликт. Вот вам туда не надо. Со знаком плюс эта карта проигрывается, когда мы ищем истину, и мы ее находим. Я только что об этом говорила. То есть тут нельзя, знаете, на автоматизме. Тут нужна логика, рационализм, критическое мышление. Люди надевают маски, и то, что вам транслируют, они уже какой-то свой план имеют. А вам нужно свой собственный создать. Вы как будто могли подзастрять, потому что без обид, но ваших планов собственных не было. И может быть так, знаете, это волею судьбы вы оказались именно участником в планах чужих. Но вот наступает то время перезагрузки, когда вам нужно кому-то, может быть, сказать «нет». И сделать это красиво и элегантно, и у вас это получится. Понимаете, нельзя как будто продолжать ту историю, точно. Тут это, знаете, как какое-то дежавю, которое вы проходили много раз.
ваш внутренний настрой, он вам где-то не будет позволять. Ну, вот какая-то бунтарская сила в вас самих тоже тут будет возражать. Но это не должно помешать, когда мы действительно где-то давим авторитетом или так, знаете, с эмоциями кому-то что-то доказываем. Да нет. Чем меньше эмоций, тем люди будут быстрее понимать, что, ну, вам как будто все равно, от кого быстрее отстает. Кому все равно. Есть такой момент. Может быть, это вам будет необходимо, как будто, знаете, наперед, все-таки у нас карта повешена, иногда это карта жертвы. Поэтому вот все то, что я сказала по первой карте, кто-то может действительно проманипулировать таким образом, чтобы в заведомо какое-то нулевое дело или которое не будет развиваться в какой-то проект, вот вам его поручить, но и вы там изрядно подзастрянете. Так за какое дело не браться? Может быть, это даже касается помощи кому-то. Может быть, это касается родственников, далеких родственников, или действительно иногда это бывают люди, которые рождены под знаком зодиака стихии воды. Рыба, рак, скорпион. Может быть, есть какая-то тема, куда вот, ну вот с чем-то или с кем-то, ну вот явно придется изменить концепцию отношения или концепцию ваших действий. Здесь не может быть, вот как будто мы застрянем однозначно. Поэтому, может быть, и карты нам говорят. И, кстати, здесь что-то было, может быть, тянется слишком долго. Вот за какое дело не браться. Можно сказать сразу, не пытаться вот еще такое дополнение. Знаете, как в реку войти дважды. И если, ну, вдруг нам что-то предлагают, или, может быть, а у нас период такой, что он может быть связан с тем, что у нас появляются бывшие какие-то как и экс-персона или пусть экс-проект по работе, и вам он когда-то был интересен, и могут знать, что, ну да, у вас там что-то хорошо получилось, у вас получится еще раз, может быть, у вас есть такой опыт, когда вы уже проделали работу, а бонусы получил другой в очередной раз. Повторяюсь, потому что несколько карт нам уже об этом. Но вот как будто наступает тот период, когда вам нужно выбираться наверх из какого-то бездонного колодца, который мог, кстати, создаться из вашего, ну вот, понимания о том, что хорошо, правильно, благородно, казалось бы, да, Херон Вовне, но вот это как раз какой-то заезженный сценарий или какие-то допущенные ошибки, когда вот вам это и нужно и пересмотреть, и переиграть. И здесь мы уже по двойке жезлов строим и планы на будущее. Но если это касается действительно какого-то человека, все-таки не повестись на эмоции. Потому что могут что-то сначала хорошо рассказывать, предлагать, а потом мы понимаем, ах, елки-палки, зачем мы в это ввязались. Вот что вам нужно услышать, важно знать, чего вы пока не видите. Вот сложные ведь карты выпали, правда? И вот эта карта, такая итоговая, она как раз о тех значениях, которые у нас выпали в пасьянсе. Это карта помощи высших сил. Это карта действительно добрых перемен, исполнения желаний. Но мы рискуем потратить собственные силы в никуда. Ведь это карта финансового успеха. А вот чего вы не видите? Вы можете не видеть, что у вас складывается какая-то ситуация, как для вас время прорыва. Или время, когда, ну вот вы проходите вот эту точку невозврата, и теперь уже какие-то новые возможности. Но все ведь от нас зависит, насколько мы готовы, да, как перевернуться в обратную сторону. Или неудобно же, как будто висеть вниз головой. А насколько хватит мужества, смелости, посмотреть, может быть, правде в глаза или какому-то вопросу. А может быть и такой момент, когда не оставить что-то на потом. Вот соблазн будет, двойка жезлов, понимаете, куда нам как будто не нужно, да, или чего опасаться. Вроде импульс есть, вот, да, рыцарь мечей, что-то надоело, но потом какие-то добрые эмоции, проявления, знаки, ваш адрес, или вас кто-то уговаривает, ну, останься там, допустим, да, работа, личная жизнь, ну, что-то такое. Ну, давай мы еще раз попробуем, и легко соскользнуть. Так вот, по части шестерки пентаклей, эта карта работает в одном направлении, то есть высшие силы помогают вам свою жизнь, ну, как-то более правильно наладить, организовать.
Но если мы это время теряем, или буквально по деньгам даже, кстати, мои дорогие, эта карта говорит, что финансовый доход будет, да. Но тут нужно понимать, за какую работу браться, какая работа будет оплачиваема, какая нет. Может быть, дополнительный доход, а может быть и по месту вашей службы. В какие вопросы вы включаетесь и какие из этих сюжетов, как игра в одни ворота, а какие вам приносят буквально деньги. Так вот, если мы в этот период деньги вроде как поступят, но мы рискуем все-таки их потратить не туда. Вот, видимо, для вас сейчас даже тот период не случайно четверка пентаклей. Сохраняй деньги, мои дорогие. Значит, каким-то образом, может быть, и будет много таких желаний что-нибудь этакое прикупить. Но я бы сказала, чего вы не видите. Тут ведь какой-то более весомый успех у вас на пороге. Может быть, деньги пригодятся у кого-то для учебы. Вот смотрите, вот действительно карта семерка мечей. Вообще береги деньги, не переходи по мутным ссылкам. Может быть, проверьте пароли аккаунтов. Может быть, будьте аккуратнее, когда вы что-то в интернет приобретаете или непонятные мутные письма приходят. Умейте себя защищать. В целом, говорит эта карта. Иногда есть такое значение забрать свое. А что еще? Ну, не сглупить все-таки это да. Но точно так же эта карта будет говорить о том, что, ну, практически будущее или перемены на пороге. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, я все ссылки оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.